Ой, здравствуйте, дорогие наши гости. Я рада, что у вас немного, но вы пришли. Я надеюсь, резонанс от сегодняшней встречи пойдет по всему городу, и мы еще не один раз соберемся. Я хочу представить вам Ирину Яковлевну Воложанцеву, исследователя, краеведа, человека настолько неравнодушного к военным событиям на нашем с вами рубеже, как мы его называем, непокоренный рубеж, рубеж доблестной славы, Серпуховский рубеж, рубеж обороны. Названий много. Мы много лет собираем по крупицам весь материал об этих 3 месяцев осенних 41-го года. Казалось бы, уже много чего есть, да, поэтому экскурсия по рубежу у меня иногда, ну, я не могу уложиться не только в час, но и в 1,5. Хотя, когда приводят учащихся, там, детей, я понимаю, да, что для них это много, хорошо, если их внимание на 40 минут, да, хватает. Но хочу сказать, что вот этот рассказ о наших событиях, мне кажется, никого никогда не оставлял равнодушным, потому что 3 месяца тяжелейших боев, тяжелейшей ситуации. Сегодня Ирина Яковлевна много об этом будет говорить, но я вот хочу сказать, что даже детей, которые сегодня, ну, войну знают очень плохо, да, что нам скрывать, и для них какие-то страницы в учебнике, которые надо выучить, которые как бы хотя бы немного знать. Но когда рассказываешь им вот об этих подлинных событиях, которые происходили здесь у нас, а еще и приводишь примеры конкретные, да, вот этого героизма, вот это число потерь на небольшом, в принципе, рубеже, да, сколько там у нас, ну, если он в целом такой большая часть, это 80 километров, а наш совсем ближний, это предел где-то 30-35 километров, то даже у детей я вижу вот это вот проявление неравнодушия, и как они начинают совсем по-другому слушать об этом. Этот год у нас с вами знаменательный, мы отмечать будем 80 лет Победы, поэтому мы уже в феврале дали старт вот этим всем мероприятиям, связанным с Великой Отечественной войной, их будет много. План на весь год расписан, разного характера, в разном формате будут. И вот один из замечательных таких циклов, которые будут у нас в рамках этого, как раз встреча с Ириной Яковлевной Воложанцевой. Мы, года 3 нас знакомы, да? Да, где-то так вот, да? По счастливой случайности, может, уже 4 время так летит. Наверное, 4, да. В Екатериновке. Вот. Даже и мы объединены вот единым вот этим духом, единой целью. Нас много. Ирина Яковлевна, наверное, такой наш тоже движитель и собиратель вот этой нашей группы. Причем и не одна группа, да, это и общество памяти московских ополченцев, и по Мельнице у нас еще группа, которая объединяет нас вот этой целью защиты нашей любимой и дорогой Мельницы. Ну и вообще военная тема, наше поколение, мы не можем не говорить об этом, не собирать материал. Я, конечно, поскольку, потому что у меня много других еще тем, но война, не знаю, у меня одна из приоритетных тем, экскурсии военные, одни из самых любимых. И все, что мы где-то находим, узнаем, мы стараемся донести и до вас, и до детей, до нашего молодого поколения.
очень хотим сделать публикации, потому что материала много, а не хватает времени все это как-то вот опубликовать, напечатать, издавать какие-то книги, буклеты, ну хотя бы что-то, да. Но общими усилиями мы все равно делаем очень много. У нас из Серпухова люди, вот Шатова очень удивительные, Вера и Ирина Яковлевна, которые так много делают для этого. Мы принимаем уже автобусные экскурсии, да, причем ну, не только наш вот ближний округ, там Серпухов, но Москва привозит к нам и своих учащихся, и студентов, и вообще людей, и потомков ополченцев, да, поэтому это уже такое большое движение, я хочу сказать, что оно прям с каждым годом растет, крепнет, нас становится все больше, мы очень много находим чего-то интересного, ну, а Ирина Яковлевна вообще в последнее время очень много работает в архивах, и у нее потрясающие находки, потрясающая информация, и я передаю ей слово. Пожалуйста, я буду помогать. По поводу мельниц мы тоже поговорим. Да. Ну, к этой теме я прикоснулась, на самом деле, впервые, наверное, где-то около 5 лет назад. Ну, так вот сложилось, да. Началось все с того, что мы с одной жительницей деревни, где я живу, стали собирать списки участников войны, которые ушли из нашей деревни Шатова, вернулись, не вернулись, неважно, всех участников войны. На это у нас ушло почти год, потому что деревня фактически заново заселена новыми жителями, а на памяти народа и в призывных книгах военкомата не все участники имеются, поэтому пришлось искать жителей деревни, опрашивать, кто еще был. Ну, вот с этого началось, но когда мы к этому прикоснулись, поняли, что тут у нас в деревне еще одна история боев на нашем рубеже. И связана она в первую очередь с ополченческими дивизиями. Я говорю это с ополченческими, а не с одной ополченческой. На тот момент мы думали, что здесь воевала одна ополченческая дивизия. Теперь с полной уверенностью мы можем сказать, что Серпухов защищали 2 ополченческие дивизии московские. Ну, вообще, сегодняшний мой рассказ планировался как минимум на 1,5 часа, но мы сейчас в связи с такой ситуацией можем это изменить. Я могу сейчас минут 40 посвятить, так сказать, истории Московского народного ополчения до того, как они здесь у нас оказались. А уже в следующий раз, неважно, как назначите, так и приду, мы продолжим уже наш рубеж. Уже назначен, да, по-моему, 19-го следующая встреча. Да. А кто такие ополченцы? Версий много самых разных, но здесь аудитория взрослая, вы наверняка знаете. Но для тех, кто впервые это слышит, ополченцы 1941 года – это те, кто не подлежал призыву в Красную армию. То есть это возраст от 17 до 55 лет. В Красную армию призывали в 1941 с 18 до 35. И это те, кто либо по здоровью не подлежал призыву, либо они были заняты в оборонной промышленности, ну и самые разные, или очень ценные специалисты, допустим, в каких-то областях. Московское народное ополчение – это явление уникальное. Такого подвига, равного Московскому народному ополчению, мир еще не знал. За всю историю мира, чтобы люди одной столицы вышли защищать свой город в таком количестве, люди гражданские, такого явления мир не знал.
то, что случилось в 1941 году. Ну, давайте я вам расскажу, чем я пользуюсь во время этой работы поисковой. Конечно, в первую очередь нашим сайтом «Память народа». Это беспрецедентный, так сказать, пример того, как вот Министерство обороны выложило для нас, для широкого доступа, документы по Великой Отечественной войне. И продолжает выкладывать. Правда, сейчас очень сложно стало туда доступ. Иногда из-за большого количества нагрузки, видимо, не выдерживает. Второе, это вот эта книга, написанная Владимиром Ивановичем Каримовым. Это самый крупный специалист, пожалуй, в стране по истории битвы за Москву 1941 года. Его книги – это для меня настольная книга, потому что здесь очень грамотно генерал-майор Каримов описывает события битвы за Москву. У него много томов и работ по этой теме. Ну и, конечно, архив, Центральный Подольский архив. Центральный Подольский архив – это главный архив. Кроме того, архивы Серпухова, ну это в меньшей степени, архив Российской академии наук, так называемый ИРИРАН. Вот мы с Людмилой туда ездили. Там хранятся подлинные воспоминания участников войны. Иосиф Виссарионович Сталин в конце 1941 года издает указ о документировании всех событий Великой Отечественной войны. То есть, что такое? Создается комиссия под руководством академика Минца, историка, самого крупного специалиста на тот момент. Эта комиссия включает известных историков, журналистов, и они ездят по фронтам всю войну и записывают стенограммы тех или иных битв. Поэтому стенограммы участников войны от генералов до, так сказать, простых рядовых содержится огромное количество этих стенограмм, воспоминаний, в том числе и о нашем рубеже. Это одно из самых интересных, потому что материалов окунаешься в события, просто вот реальные события, что происходило. Долгое время история Московского народного ополчения, потому что она была очень трагична, была засекречена на долгие десятилетия. Об этом не сказал. События, которые произошли, о которых я сейчас вам расскажу, они произошли в октябре. В ноябре состоялся парад 7 ноября 1941 года, вы знаете, на Красной площади. Сталин ни слова не упомянул о Московском народном ополчении, потому что к этому моменту оно почти все погибло. Но, к счастью, эту историю сохранили в семьях московских ополченцев. Вот перед вами фотографии. Эти семьи, с которыми, потомки которых и сделали вот эту выставку, вот эту презентацию, по которой я вам сейчас расскажу. Потому что прежде чем мы перейдем к событиям на нашем рубеже, я все-таки хочу вам рассказать историю Московского народного ополчения, начиная с момента его формирования и до нашего участия их на нашем рубеже. Следующее. 3 июля 1941 года Иосиф Виссарионович Сталин через 10 дней после начала войны выступил перед всеми народами Советского Союза. Он обратился к народам СССР со словами: «Братья и сестры, друзья мои, я обращаюсь к вам
его голос дрожал. Уже сама интонация понимала, что произошла страшная катастрофа. Отечество в опасности, говорит Иосиф Сталин. В конце речи он призывает вступать в народное ополчение. Уже 3 июля после его речи люди на предприятиях, в институтах, в школах записываются в народное ополчение. За время записи, а запись шла всего в 3 дня, в народное ополчение записалось огромное количество. И правительство страны решает создать в Москве 25 дивизий народного ополчения. 25 дивизий, ровно столько было районов в Москве. Вот 25 районов, то есть создание дивизий по территориально-административному признаку. Но уже в первые же дни становится ясно, что дивизия вообще, какова численность дивизии? Численность дивизии по сокращенному штату 1941 года это более 11 тысяч человек. 11 тысяч человек, 25 дивизий – это огромное количество людей, а это рабочие квалифицированные, это ученые, это студенты. И становится понятным, что 25 дивизий не создать и их не вооружить. Это добровольцы, это не, их должна была вооружить Москва. Такого количества вооружения, одежды, питания Москва не могла обеспечить. Решают создать 12 дивизий народного ополчения. И поэтому создаются 12 дивизий, но нумерацию оставляют тех, которая была прежняя. И поэтому иногда мы видим 1-я, 2-я, сразу 4-я, или 13-я, сразу 17-я. И 21-я, это не значит, что 21 дивизия, как написала одна журналистка, увидев 21-ю. 21-я все равно это всего 12 дивизий. И они называются. Вот 1-я дивизия Ленинского района Москвы. Ленинский район Москвы – это юг Москвы. С этой дивизией будет связана история Серпухова. Или 21-я дивизия Народного ополчения Киевского района. Эта дивизия также будет воевать под Серпуховым. Вы видите, что вступают и совсем мальчишки, вот это же школьники, вступают и старики. Вот этот убеленный сединой старик Иван Иванович Резниченко, ему 90 лет. Он браво идет, фору даст любому молодому. Вы видите, какой. Ивана Ивановича из-за возраста отправят потом, уже когда они будут находиться рядом с Вязьмой. Его отправят назад в Москву, но он не уйдет, уйдет в партизаны. Фашисты его схватят и в 1942 году его казнят. Следующий слайд. А вот командный состав дивизии был из квалифицированных кадровых военных. В первую очередь это были преподаватели Академии имени Фрунзе, генералы. Но генералов на всех не хватило, мы видим и полковников. Если мы посмотрим историю их жизни, то многие из них погибнут и разделят судьбу своих солдат. Погиб в бою 6-10, погиб в бою в октябре, расстрелян в плену, погиб в бою. Вы видите, что... А вот младший командный состав, это были выпускники, которые еще даже не успели доучиться,
выпускники военных училищ. Следующий слайд. В первые же дни наши ополченческие дивизии, 12 ополченческих дивизий, которые уже к 9 июля, то есть 3 июля было выступление Сталина, к 9 июля все 12 дивизий численностью 140 тысяч человек вышли за пределы Москвы для обучения военной подготовки. Вы видите, что многие никогда в жизни не держали оружие. Их более опытные товарищи, которые прошли либо гражданскую войну. Перед вами ученый, исследователь Тунгусского метеорита Кулик. На тот момент самый крупный ученый в этой области. Он до войны совершил 3 экспедиции в район Тунгусского метеорита. Поэтому он владеет оружием, там тайга, звери. Видите, он обучает. Его судьба тоже будет трагична. Он попадет в плен. Сталин пришлет за ним самолет. Уже когда он окажется через партизан, он посадит, по-моему, врача, женщину, медсестру, да, вместо себя. Вот Людочка, по-моему, общалась с их семьей. И документы заказывал в Волгограде. Да, и он погибнет, умрет от тифа, да? То есть вместо себя отправит на самолете женщину. Следующий слайд. Но ситуация на фронте резко ухудшается. Вдумайтесь только, к 10 июля фашисты, фактически через 20 дней после начала войны, фашисты продвинулись вглубь нашей территории на расстоянии до 600 километров. Они уже заняли огромную территорию. Начинаются бои за Смоленскую область. Бои за Смоленскую область очень ожесточенные. Смоленск Сталин ни в коем случае не хочет сдавать. И здесь, но Смоленск уже к 28 июля падет. Бои за Смоленскую область продлятся 2 месяца, до 9 сентября. Что в это время наши ополченцы? В начале, после выхода в районы Ближнего Подмосковья, их направляют на так называемую Можайскую линию обороны. Можайская линия обороны – это линия обороны, которую должны были строить наши ополченцы. Их всего, Можайская линия обороны находится на расстоянии 120 километров от Москвы. Тянется она на 300 километров с севера на юг. Можайская линия обороны – это та линия, на которой должны были ополченцы защитить в случае, если будет прорван Западный фронт. Они начинают ее строить одновременно, в перерывах обучаются военной подготовке. Строят по 14 часов в сутки. Естественно, никакой техники. Нужно было строить в первую очередь противотанковые рвы. Противотанковый ров, глубина 3 метра, ширина 6 метров. На такое огромное расстояние планировалось построить 600 километров противотанкового рва. Конечно, она не будет такая построена, но ситуация с каждым днем ухудшается, и наших ополченцев, они здесь только приступают к работе над Можайской линией обороны, наших ополченцев отправляют на другую линию обороны. Следующий слайд. На Ржевско-Вяземскую, она удалена от Москвы на 300 километров, на 250 километров. Ржевско-Вяземская линия обороны – это более удаленная, но задача стоит та же.
А что же у нас остается к этому времени на Можайской линии обороны? Можайская линия обороны фактически остаются 2 дивизии НКВД. Можайская линия обороны не занята нашими войсками, потому что идет Смоленское сражение, потому что Западный фронт занят в Смоленском сражении, все войска здесь. Москва фактически на расстоянии уже 100 километров вообще не занята войсками. Это середина июля, август. Строят Можайскую линию обороны женщины, вы, наверное, видели эти картинки, что белые платочки, старики, дети со всех областей, ближайших, и Московская, и Москва, может быть, и ваши бабушки и дедушки занимались строительством этой линии обороны, потому что все гражданское население, вся Москва вышла на строительстве оборонительных сооружений. Наши ополченцы, создается 3 фронта, наши 3 группы войск, которые образуют так называемый резервный фронт. Ополченцы в числе резервного фронта и командует резервным фронтом Буденный. Западным фронтом командует генерал Конев. Но уже с 30 июля назначается резервным фронтом, командует генерал, в то время еще генерал Жуков Георгий Константинович. Георгий Константинович с инспекцией проезжает по своему фронту и приходит в ужас от состояния ополченческих дивизий. Он срочно пишет докладную записку Сталину, и на следующий день Сталину на стол кладут эту записку. Вот он пишет, что в дивизиях много необученных и не имеющих даже владеть винтовкой. Дивизии недовооружены, не обеспечены хозяйственно, не обеспечены средствами связи. Прошу срочно принять какие-то положительные решения. Меры будут приняты незамедлительно. Уже на следующий день дивизии станут не ополченческими, это станут по приказу Сталина кадровыми частями Красной Армии. У них появятся новые наименования, все они будут переименованы, поэтому у дивизий народного ополчения будут такие наименования, как первая дивизия Ленинская станет 60-й стрелковой дивизией, в скобочках, 2-го формирования. Что означает 2-го формирования? Это означает, что к этому времени 60-я стрелковая дивизия уже погибла. И ополченческой дивизии присваивают новые названия погибшей дивизии. 21-я дивизия Киевского района Москвы станет 173-й дивизией. Значит, 173-я дивизия уже погибла. То есть к началу августа дивизии, большое количество дивизий уже погибло полностью и были расформированы. Наши ополченцы занимаются также строительством оборонительных сооружений, таких же рвов, дотов, дзотов и так далее. Смоленское сражение заканчивается 8 июля, и впервые, вот Смоленск, впервые фашисты здесь получили по зубам. За время с начала Второй мировой войны, которая началась еще за 2 года до того, они впервые переходят к обороне. Заканчивается Смоленское сражение, официально считается 8 сентября. С этого дня фашисты начинают, ставка Гитлера, разрабатывать новый план захвата Москвы. Летний план летом не успели они, поэтому разрабатывается новый план захвата Москвы. Он
получает название операция «Тайфун». Операция «Тайфун» – это, значит, само название, как огненный смерч должна захватить Москву в самый короткий срок. Операция была разработана блестяще. Была организована так называемая группа армии «Центр». Группа армии «Центр», нацеленная на захват Москвы. Группа армии «Центр» включала в себя 78 дивизий отборных. Дивизии были более, по сравнению с нашими, по численности больше. Это были по 16 тысяч дивизий вермахта. Эти дивизии, значит, были фактически собраны со всей Европы. Все 21 государство приняло участие вот в этом нападении на Москву европейское. Это были и чехи, и поляки, и венгры, и итальянцы. В общем, весь коллективный Запад. Никогда еще в истории такого количества войск, сосредоточенных на захват столицы, еще не концентрировался. Кроме того, танки, авиация, артиллерия, общая численность группы армии «Центр» была около 2 миллионов, 1 900 000 чем-то. Численность наших войск, а наши войска – это резервный фронт, Западный фронт, здесь ополченцы, Западный фронт, измотанный предыдущими боями за Смоленск, и Брянский фронт. Здесь нет карты Брянского фронта, потому что это Вяземская операция, а Брянский фронт – это третий фронт, который должен был защитить Москву от нападения. Вот эти три фронта численностью 1 250 000. То есть мы уступали их по численности. По танкам мы уступали их в 2 раза. По авиации был вроде паритет, но у нас были, конечно, очень устаревшие модели. И операция «Тайфун» началась с Брянского фронта. 30 сентября фашисты ударили по Брянскому фронту. Это было сделано специально. То есть уже через 2 дня фашисты ударят по Западному фронту. Почему Брянский фронт был выбран? Чтобы всю авиацию задействовать на Брянском направлении. Именно поэтому вся авиация группы армии «Центр» была задействована на Брянском фронте. За 1 день они продвинулись на 200 километров. «Орел» был уже сдан 4 октября. Но вообще 30 сентября 1941 года считается началом битвы за Москву. Битва за Москву продлится 7 долгих месяцев. Она закончится 20 апреля 1942 года победой Красной Армии. В ней примут участие 2 противоборствующие стороны численностью 7 миллионов человек. И та, и другая сторона потеряет огромное количество жизней. Бои будут происходить на огромной территории. Эта битва считается величайшей битвой в истории человечества. Закончится она, я вам сказала, только 20 апреля. Итак, 2 октября противник обрушится на Западный фронт. Их мощь по отдельным направлениям превосходила наши в десятки раз. И уже 4
октября они подойдут к Вязьме. 5, 6, а 6 октября между двумя танковыми группировками останется в районе Вязьмы всего 30 километров. Почему так быстро и такой мощью двигались фашистские войска в этом направлении? Причин несколько. Во-первых, наше командование считало, что противник располагает в направлении на Вязьму одной танковой группировкой. А их оказалось 3. Танковая группировка под командованием Гота, под командованием Гудериана и 4-я танковая группировка, которая была переброшена буквально в последние дни из-под Ленинграда. Ленинград уже был в блокаде. Наша разведка не сумела определить, что группировка переброшена. Они даже оставили там своего радиста, чтобы а у каждого радиста свой почерк, и наша разведка считала, что танковая группировка так и находится под Ленинградом. Вот, во-первых, это фактор внезапности именно такой мощи. Второй фактор. Наше командование считало, что, во-первых, танки, для того, чтобы идти танковой группировке, им нужна хорошая дорога, потому что за ними идут машины со снабжением, с горючим, в общем, всякая, так сказать, вспомогательная техника. И поэтому, а город Вязьма, сами понимаете, само название Вязьма, это болота, леса, это непроходимые иногда для такой тяжелой техники земля, местность. И наше командование считало, что они ударят в первую очередь по дороге Смоленск, Вязьма, Москва. Именно на этом направлении были армия Рокоссовского, очень усиленная оборона создана на этой дороге. Вообще одна дивизия, как бы по военному положению, должна занимать территорию, линию фронта не более 10 километров. Здесь же создали линию обороны такую, что даже на некоторых направлениях, в некоторых местах дивизии занимали по 4 километра всего. То есть плотность наших войск, артиллерии, танков была настолько вся сосредоточена на этой дороге. Но фашисты, они не дураки. Используя хорошую погоду, они ударили севернее и южнее этой дороги. Там, где наших войск либо очень реденьким пунктиром, либо их вообще не было. Поэтому они уже 6-го подошли к Вязьме, окружив перед этим и Брянский фронт, и Западный резервный фронт. В окружение попало более 1 миллион 250 тысяч в 3 этих фронтах. Западный резервный фронт – это 880 тысяч. 6 октября Сталин приказывает выходить из окружения. Командовать всеми войсками поручается генералу Лукину. Он ему пишет телеграмму: выходи из окружения, выводи войска, Москву защищать некем и нечем. Действительно, на расстоянии почти 500 километров Москва была полностью не занята войсками. Но было поздно. 7 октября кольцо вокруг всех резервного и западного фронта в районе Вязьмы замкнулось. Началось
просто физическое уничтожение наших войск. Гитлер приказывает не выпускать ни одного солдата. Следующий. Вот генерал Лукин. Будут предприняты попытки ежедневные выхода из окружения, но все они увенчаются. Да, они не приведут к успеху. И только 11 октября эта попытка удастся силами ополченческой дивизии, 2-й дивизии Сталинского района Москвы. Они создадут коридор, встанут и создадут коридор длиной всего 3 километра. Через этот коридор выйдут 100 тысяч. 100 тысяч из 880 тысяч выйдет из окружения. Остальные останутся. Через несколько часов, утром 12 октября, этот коридор схлопнется. Больше такой возможности. Генерал Лукин будет тяжело ранен и взят в плен. Много генералов погибнет, список есть в интернете погибших генералов. Но вот генерал, который возглавлял 2-ю дивизию народного ополчения, останется жив. После войны они вот по такой случайности даже жить будут в одном доме, но руки до самой смерти друг другу не подавали. Были претензии. Но потом такое количество-то, наверное, погибших снилось до конца дней. Это кто, повторите? Лукин и Вашкевич, командующий 2-й дивизией, которая как раз организовала этот коридор. Вы сказали, что Лукин попал в плен. Да, он попал в плен. Как он вышел? Да, вот я вам сейчас расскажу. Он попадет в плен и до 1945 года будет сначала в госпитале, ему отнимут ногу, к нему будет приходить Власов, его склонять в сторону вступления в армию Гитлера. Вот. Лукин откажется, будет в концлагере, и в 1945 году спецрейсом его освободят американцы, и спецрейсом он будет привезен в Москву. В течение полугода семья его не знала о том, что, значит, он оказался здесь уже в Москве и ничего о нем не знала. В течение полугода его проверяют органы на так сказать, устойчивость, да? И по результатам проверки через полгода папка с этой проверкой ложится на стол Сталину, на который Сталин, прочитав ее, ознакомившись, напишет: вернуть все награды, восстановить в должности, не ущемлять по службе. Но Лукин никогда больше не вернется на службу. Он, во-первых, инвалид. Ну, в общем, он не вернулся на службу. 4 года назад мы на конференции общались с его внуком, он выступал, потому что многие считают, что вот войска он протянул с выходом из окружения, надо было раньше выводить войска. Ну, претензий, я вообще не историк, я не берусь какие-то делать выводы, пусть это делают историки. Я просто вам говорю, как все было, но ситуация действительно была тяжелая очень, и сейчас кого-то осуждать, кого-то просто надо помнить. Надо помнить об этом, надо об этом рассказывать детям, внукам, потому что, чтобы помнить, надо знать, что помнить. Но когда приходишь в классы,
Они даже не знают, кто такой Жуков Георгий Константинович. Не знают. Всего один мальчик из 2000 детей в Серпухове был на Малеевом поле. Никто не был, и их родители не были. Никто не знает, кто такой Захаркин. И почему в Серпухове улица Захаркина. Не знают. А преподаватели-то, это ж они бы могли тоже организовывать. Да, учителя в могли бы. школе, это же не Я всегда, уже чтобы который брать год это. говорю, давайте мы будем возить по нашему рубежу. Вот в следующих рассказах вы узнаете, что у нас происходило. У нас здесь был ад. Ад. Вы можете себе представить, что они захватили всю Европу, захватили всю европейскую часть Советского Союза, и вот здесь у нас встали. Следующий слайд. 11 октября 1941 года, как я вам уже сказала, произошел все-таки прорыв. И вышло 100 тысяч. В этом месте стоит вот такой памятник. Этот памятник, это место называется село Богородицкое Вяземского района. Вы знаете, это памятник не людям, это памятник целым дивизиям. Армия. 5 армий. 5 армий было уничтожено. Из 880 440 тысяч попали в плен, 200 тысяч погибли, 100 тысяч, да, 200 тысяч пропали без вести, погибло 100 тысяч, вышло 100 тысяч. Это очень условно. Никто и никогда не назовет цифры. И никто не сделает это вообще никогда. Потому что, во-первых, на Ржевско-Вяземской линии обороны тоже строили гражданские. И они тоже попали в окружение. Их никто не считал. Если войска еще как-то были, то этих людей не считали. Это были жители и Смоленской области, и всех ближайших областей, которые строили эту Ржевско-Вяземскую линию обороны. Мы почти каждый год ездим 11 октября. Этот день принят в 21 году днем памяти Московского народного ополчения. 80 лет потребовалось правительству Москвы, чтобы принять этот день как день памяти Московского народного ополчения. 80 лет, чтобы осознать подвиг. Так эти 800 тысяч, это народное ополчение? Это, нет, это не народное ополчение. Народное ополчение ушло 140 тысяч. Но когда вот мы говорим, что мы говорим о подвиге, в чем же подвиг ополченцев Москвы? Они практически тут все погибли. Вышло из окружения 10%. В чем их подвиг? Попав в окружение, Западный фронт, когда был разбит, и шел сквозь, отступающие шли сквозь ополченческие дивизии, ополченческим дивизиям приказа отступать не было. И они примут на себя весь удар. Они ведь были с одного завода. Необученные. Они были с одного двора. Это были целые семьи. И они понимали, что их неправильное поведение, может быть, стало известным. Но и они шли по зову сердца. Они же шли искренне защищать свой город, свою семью, которая жила и на Арбате, и в Черемушках. Из нашей деревни Шатова ушло 4 ополченца во 2-ю дивизию. 3 погибло, 1 вернулся. Это в ту дивизию, которая вот организовала этот коридор. Из Серпухова около 4 тысяч ушло жителей, вот в эти вошло в 140. Они вошли в 7-ю, которая погибла полностью.
5 дивизий было полностью погибли в этом, они были расформированы. В 7-ю вошли 1000 человек серпуховичей, во 2-ю дивизию Сталинского района вошло 1000. Кроме того, вошли они в 4-ю и в 6-ю дивизию. Вот в 4 дивизии входили серпуховичи. Но 5 дивизий, это 8-я, в ней было больше всего интеллигенции. Это были целые творческие коллективы, это были художники, писатели. Была создана писательская рота, была создана рота Чайковского. Знаете, в 90-е годы одна журналистка написала такие слова в журнале «Огонек». Тогда, в 41-м, под Москвой погиб цвет московской интеллигенции. Следующий слайд. А вот это списки той самой 1-й дивизии народного ополчения Ленинского района, списки, которые сохранились до наших дней. Это когда они записывались вот этим списком 84 года, 41-го года. Мы работаем с этими списками, но, правда, нам, Министерству обороны, единственной дивизии, которой вот я занимаюсь, 1-й дивизией, нам единственным предоставило Министерство обороны в Excel-варианте этот список, и он у нас теперь электронный, с номерами. То есть вот этот список оцифрован в электронном виде, нам с ним легко работать. Больше пока другим дивизиям обращались, но пока им такой список не предоставили. Следующий слайд. Вы знаете, я же вам сказала, что уходили целые творческие коллективы. Государственный духовой оркестр в количестве 100 человек, созданный в 1937 году под руководством профессора Блажевича, полностью ушел в ополчение. Не вернулся никто, ни один. Они все погибли. В Вязьме стоит вот такой памятник. Вот фотография это. Вот это туба. Мы были около этого памятника. В этом году вандалы украли эту тубу. Это какое надо иметь сердце? Они же читают. Да. Потомки ополченцев купили новую тубу и установили. 9 мая туба была установлена. Вот наша молодежь. Следующее. Надеюсь, что это все-таки редкие экземпляры. Да. Потому что не воспитывают. Нет, ну Да. у нас же есть пункты приема металла, да, сейчас мы Да. все Но это, наверное, не туда Ну, так кто же сдали. принял? Это просто как раритет. Я так Не думаю. знаю. Тут головы совсем нет совершенно. Один из ополченцев, Николай Яковлевич Киселев, совершивший подвиг, праведник мира, вывел 218 евреев. Многие ополченцы, попав в окружение, ушли в партизанские отряды, в том числе и Николай Киселев. По нему создан фильм, называется «Праведник». В интернете есть. Посмотрите с детьми. Есть 2 варианта. Есть документальный с теми, с теми, кого он вывел, но это уже теперь люди были, фильм снят лет 10 назад, это уже люди возрастные, они рассказывают, очень интересный, мне даже больше нравится вот этот документальный фильм. Он более, это люди, которые пережили эти события. Называется так же, да, правильно? Называется «Праведник», да. Про Николая Яковлевича Киселева. Следующий. Вы знаете ведь историю этого подвига? Не знаете? Давайте вернитесь, пожалуйста. Вот эта девочка маленькая, ей всего 3 года, когда идти нужно было из Белоруссии по оккупированной территории выводить эту группу евреев. Конечно, она была гораздо больше, когда началось это. Никто из партизан не соглашался, а он согласился, обычный наш лейтенант Киселев.
Он согласился вывести более 1000 километров идти по оккупированной территории. Это просто даже немыслимо такому количеству людей. А были это либо старики, либо дети. Либо старики, либо дети. Дети плакали. Но больше всех плакала одна девочка. Она вообще не успокаивалась. А шли они по ночам лесами. И плач раздавался ночью в тишине. И уже оставалось немного, и попросили, начали возмущаться, что она выдаст всех. И все пришли к выводу, что от нее надо избавиться. Родители подошли с ней к реке, и она все поняла. И она заплакала еще больше. И это услышал Николай Киселев. Он схватил эту девочку, и больше он ее не выпускал из рук. Она перестала плакать. Вот этот фильм правдивый. Даже эта девочка будет рассказывать, но уже взрослая женщина, как ее спас Киселев. 1000 километров. Ну, они вышли, да, сюда? Они вышли, да. Они вышли. Но начнут потом на него, как это случилось и почему, да, и, в общем, все как всегда. Подозрение, как всегда. Да. Как ты остался жив? Как это вы прошли по вражеской территории, в общем, я не помню, по-моему, его даже посадили, да? Он репрессирован. Да, он был репрессирован. Но потом он работал в полпредстве, да? Он же имел высшее образование. Извините, пожалуйста. Смотрите этот фильм. Или вот Евгений Викторович Учетич. Кто был на Соборной горе, знают этот памятник. Это тоже ополченец. Ополченец 5-й Московской дивизии народного ополчения. Он создаст в 1943 году памятник Ефремову. Это первый памятник. Вы знаете генерала Ефремова, который наш с вами земляк, который... Какого имя? Михаил. Да, Ефремов. Попал в окружение уже в 1942 году. Известно, что Сталин за ним пришлет тоже самолет, но он откажется, посадит туда раненых. Там же медсестер и раненых. Да, медсестер и раненых. И знамя. И понимая уже, что это конец, он застрелится, чтобы не попасть. Герои России дали только в наше время. Да, только в наше время. Он уроженец Тарусы. Мне очень нравится в Тарусе памятник его. Вы знаете, он не в генеральской форме, да, а вот он такой, какой он был. Последние его фотографии уже в окружении тяжело больного, он болел, и вот в шарфе замотанный, обреченный, да, но на памятнике написано: не предавший своих солдат. Да. Это, конечно, подвиг. Вы знаете, о подвигах можно бесконечно рассказывать. Вам вот Людочка расскажет о подвиге Лагунова, да? На Лагунова, который вызвала здесь, у нас. Он мой земляк, я сама с Тамбовщины, и он родился в Хоботово. Я вот найти нашла только недавно, поддерживаю связь со школой. И что хочу сказать, ведь когда они самые... В деревне Бор, да? Он вызвал себя. Да. В деревне Бор, да, которая шло потому что как раз уже контрнаступление шло, освободили Кременки, и вот здесь уже шли они на Высокиничи, и он вызывает огонь на себя. Да. Он, Сергеев, и вот здесь... Их остается немного, да. А фашисты со всех сторон. Они закопали свои танки, и Да. нашим даже не было видно. И вот наши уже идут на Высокиничи,
и они встречают вот эту армаду огня. И Лугунов вызвал огонь на себя. И там они насчитали более 100 убитых фашистов вокруг него. Ну, все наши ребята там погибли. Следующий. Я вам говорила, что вступали целыми классами школьными в народное ополчение. Вот один из них, Ванечка Короткий. Ванечка родился, вот денежный сейчас переулок, вот в этом доме. Мы ездили к этому дому, чтобы просто постоять около этого дома. И мы с мужем поехали посмотреть на этот дом, где жил этот ребенок. Ванечка, спасая своего командира, погибнет в Вяземском окружении. Фамилия у него Короткий, на самом деле был высокий мальчик, красивый. И, знаете, он из дворянской семьи, но отец и дед репрессированы перед войной. Брат погиб на Финской, и он тихонько, втайне от бабушки, с которой жила мама, и мама, он запишется в народное ополчение и погибнет. Его мама не узнает об этом. Она умрет раньше, в 41 году. Но бабушка переживет всех и за всех. И доживет чуть ли еще 2 года назад она была жива. Вот. И это она дала эту фотографию, а до этого не было. Наши потомки нашли ее, отвезли на место гибели Ванечки, деревня Холмишки, фотографию, установили ее там. Оля, как ее, Ромашова. Вы знаете, сообщество потомков этих ополченцев очень большое в Москве. Мы с ними каждый день общаемся. Вот, ну, мы до этого еще дойдем. Следующий. А это Виктор Владимирович Прокофьев. Нам посчастливилось с ним общаться. Мы все его видели. Он умер 2,5 года назад от коронавируса. Он нам много-много рассказал о тех событиях. Ему было всего 16 лет, когда началась. Ну, еще вообще война началась у него, ему только 25-го ему 22-го война, 25-го 16 лет. Роста 152 сантиметра было у него. Встал на цыпочки, записался. Пришел домой. Мам, я на войну записался. Иди, сынок, воюй. Я, говорит, пришел после войны. Спросил ее, как ты могла меня отпустить? Единственного сына. Ему посчастливится вернуться. Но то, что он прошел, то, что он нам рассказал, это, конечно, это были первые наши общения. Вот мы прикоснулись прямо. Это был удивительный человек. Представляете, человек, который Да, а его мама была в Центральном комитете, работала в партии. Ее возили на машине, и он единственный сын. Вот. Может, она подумала наиграть в школу? Нет, он, Нет, он так сказал. Воспитание. Он сказал так. Вот такие они были коммунисты. Да, воспитание. То есть никто не прятался. Все дети высокопоставленных людей были на фронте. Было такое время. Вот. Не сегодняшнее. Да, он попал в плен. Ну, благодаря, наверное, своему росту, его там за ребенка приняли, но он уже умирал. Очень запомнилась его одна история, когда они, уже попав в плен, а перед этим в одной деревне один дед налил ему пригоршню меда. И он, этот мед, он сказал, меня спас. Они неделю шли, их не кормили, и он неделю лизал эту ладошку. Все еще она была сладкая. Вот, ну, его на самом деле перед началом этой операции «Тайфун» случайно там командир, увидев, вызовет его в штаб, спросит, тебе сколько лет?
16, да тебе не больше 13. Давай это, дуй в свою, где ты живешь, в Москве, дуй в свою Москву, завтра же сдавай оружие и завтра же в Москву. Он говорит, я так навоевался, я так был счастлив, сдал оружие, пошел в Ригу, Рига это, знаете, Да, север, Сарай. и проспал 14 часов подряд. У меня, говорит, ладонь была такая от этой лопаты, они же по 14 часов работали, давали всем норму. Норму нужно было выполнять, независимо от возраста. И он сказал, рукой можно было гвозди забивать ладонью, уже все шершавое твердело. И он так обрадовался, что его отпустили, а утром проснулся от грохота. Идут танки. Не успел, да? Не успел. Вот. И дальше вы уже все знаете. Человек, Ну, я вам просто скажу несколько слов о том, что первая дивизия народного ополчения Ленинского района будет выходить от Кубинки разными группами и по 800 человек, и 2000, и 5 человек до самой Тулы. Вот на этом участке дивизия будет выходить до конца октября. Что значит выходить? Территория эта была уже занята фашистами. По оккупированной территории, ночью, лесами, постоянно под авианалетами. Поэтому большие группы делились на маленькие, чтобы быть более незаметными. Но с другой стороны, если приходилось к бою идти, группа большая, это как бы нужно было. То есть вот было все очень тяжело, люди раздетые, октябрь месяц, ложились, спали прямо на земле в лесу, примерзала шинель к земле отдирать, а зима пришла рано, уже 7 октября выпал снег в 1941 году. И, конечно же, голодные. Вот то, как выходили, есть несколько историй, сохранившихся до настоящего времени, читаешь просто. Все кругом горело, понимаете, деревни горели. Люди не могли им даже помочь, потому что сами оставались без крова, с детьми. Все кругом горело, земля горела. Фашисты были везде. Ну, дивизия все-таки выйдет. Вот я считаю, по всем моим последним подсчетам вышло ну, не менее 3000 из дивизии. Но дивизия наша была к моменту нападения, численность ее была 13 тысяч, 10 тысяч осталось там. Вот, 3000 выйдет. Почему я говорю наша? Потому что эта дивизия потом будет защищать Серпухов. В следующий раз я расскажу о боях на участке от Тарусы до Высокиничей в первые дни, когда фашисты вплотную подойдут к Серпухову. Это всего лишь с 20 по 30 октября. Вот в эти буквально бои начались на самом деле с 22-23. Вот в эти 7-8 дней решалась судьба Серпухова. И бои были страшные. Именно на этом участке наша мельница. У нас создана группа по ее защите. В том числе в нее входят потомки ополченцев. Мы написали уже десятки писем и в прокуратуру, и даже в Следственный комитет. Вот на следующей неделе нас приглашают в Следственный комитет России. Вот, мы получили ответы от глав Калужской области. Вот самое главное, что нам говорят, а вот
Сейчас вы еще не слушали, что происходило у нас здесь, но главная причина, по которой они не могут поддержать нашу просьбу о присвоении зданий объекта культурного наследия, это в том, что здание было занято немцами, и оно было укрепрайоном и мешало наступлению, Вот уроды. контрнаступлению. Вот Да. уроды. Вот это была главная мотивация, почему нам Вот отказали. уроды. А Калининград весь был занят. И чё? У нас все Вся в России Надо было Калининград, занято. Россия да. занята. Логика Брест, очень там странная. Ржев. И этим городам были даны города-герои, этим городам даны То есть города воинской Я доблести. ничуть не утрирую. Мгм, Именно да. это, Да. вот Люда подтвердит. Да, да, да. Надежда Михайловна, да. именно эта мотивация, что ее заняли фашисты, сделали там укрепрайон, Да. А вы и знаете, мешали кто Кто такой контрнаступлению. умный, да? на какую точку Калуга? давил? Да, кто Это такой умный? исторический музей, их главный самый. Бессонов Калуш А является русская такой администрация руководителем. чего продала мельницу? Мгм. Вот Калужское это самая правительство. первая сделка, да. Вот этих людей нужно судить. А кто И сажать. владелец этой мельницы? Подождите, это не важно. Главное, первая продажа. И она Да там- вот сейчас она там- Все детально в этом. Объект. Кирпичное здание, недостроенное кирпичное здание с пристройкой. Никакой истории, никакого военно-исторического статуса. Абсолютно. Кстати, вот вы говорите, объект культурного наследия. А военно-исторического наследия как? Да. мы так и Мы так и подавали, пишем, мы так и конечно. пишем. Культурное это как Я, бы... понимаете, Нет, вот мы пишем объект культурного наследия, потому что оно так должно звучать. А уже назначение ее военно-исторического назначения, потому что у нее есть история до революции, она построена, и но история вот сейчас после. девочки впервые услышат. Есть военная история, есть что- довоенная до- история, да, есть да. царская история. Вы знаете, еще одна мотивация, по которой нам отказали, что она не являлась стратегически важным объектом во время боевых действий на Серпуховском рубеже. А кто, И вот кто они такие, что они такие выводы делают? Подождите, Сейчас вот только Я вам найдена сейчас- я вот книжка. это Да. самое главное было моей задачей собрать материал, что это не так. Это И стратегическая мне, точка. и мне это удалось. Я вам просто вот сейчас впервые говорю и Люде, и Надежде Михайловне. Значит, в Юрятино-Гурьево 29 октября, во время боев на этом линии фронта, Захаркин, командующий армией, пишет приказ, который 08. Наибольшая группировка войск 49-й армии, сосредоточенная на участке Гурьево-Юрятино, наибольшая, наступает по приказу в район Тарусы. То есть это было 29 октября. Правда, 30-го он отменяет это наступление на Тарусу. У меня этому тоже есть объяснение. Но они говорят, что в районе Юрятина, они нам в письме, боев не было. В районе Юрятина Просто не было предатели. стратегически важным направлением. В районе Юрятина мельница не упоминается. Я нашла десятки документов, где она упоминается. Ура. Я нашла, где мельница упоминается. Я сейчас как раз занимаюсь, вот уже материал собран, надо закончить. Так они что её. хотят с ней сделать, это не Они ничего не хотят. Они Взорвать. просто И хотят. продать. Они продать. хотят досидеть до пенсии, получать повышенную пенсию, и чтобы никто их не трогал. А это кто вам отвечает? Губернатор Калужской области? У нас вот такой вот, как бы сказать, Общество охраны памятников. да, Ну, письма да. у Анны У Юрьевны нас писем очень много. очень много во все ответов. инстанции, по несколько Поэтому раз. вынуждены У нас- были в Следственный комитет. Военно-историческое общество, где Нарышкин, Лебединский, вот Да. два таких. Попробуй достучаться Настоящий до них. человек. Да, в нескольких фильмах показывают мельницу.
и потом... Ну, Показывают, даже вот последний раз. И, Да. Надежда, Это в нашей не библиотеке даже есть книжка, на которую нам Анна Юрьевна как бы дала ссылку. Так вот. Они же так и говорят о том, что никогда не упоминалось. А как раз в этой книжке, и там именно написано то, что Ирина Яковлевна сказала, имела стратегическое. Так вот, понимаете что? Самое интересное, что спасибо Ивану Григорьевичу Захаркину. Мгм. Он перечислил все войска, которые сосредоточены на этом участке. Мгм. Я посчитала 7 полков. Ого. Почему? Я так задумалась, почему на этом участке? От Таруса до Высоки. Нет. Вот на этом маленьком участке. Юрятина Гурьева. Юрятина, Гурьева, Дракина. Да. 7 полков. Это уже к 30 октября. А на самом деле 20 октября войск совсем не было. Ух ты, как же это быстро так. Ну, Вы оно понимаете? же про Брешь-то все Брешь. время же Я говорит вот на про эти следующий 40 раз да, буду километров. рассказывать, Да, как да. это все происходило вот у нас. Так вот, 7 полков. Я подумала, почему именно здесь сосредоточен? А это самое важное было дорога. Именно от Тарусы шли. И надо было любыми... Захаркин сдал в Калугу 12 октября. Ему грозил расстрел. Была назначена комиссия генерального штаба с проверкой. Но комиссия сделала заключение, что другого выхода не было просто. А ему даже эта переписка с Жуковым имеется, и у нас имеется. Жуков ему прямо говорит, вы будете расстреляны за то, что сдали Калугу. И тут он сдает Тарусу. Да. В Тарусе боев не было, а здесь даже Серпухов любой ценой Ценой, надо было да. удержать именно на направлении на Тарусском, а Гурьево это как раз на дороге. Да. Гурьево, Юрятина, Дракина. Дракина, все. И тут Серпухов. Вот Да. просто по определению это место не могло быть не стратегически важным. Конечно. Поэтому вот здесь уже к 30-му, и все эти полки перечислены. Ну вот я вчера вам пишу уже, что обнаружила такой факт, что в Юрятино еще нашла 42 фамилии погибших в Юрятино 16 декабря, вчера в Центральном Подольском архиве. Это, конечно, вообще для меня было просто неожиданно. Я их тут же все переписала, все фамилии погибших. Всего скорее их вообще нигде нет. Ну, давайте мы, наверное, уже завершим. Приходите в следующий раз. Спасибо, очень интересно. Ну, Скажите, а как зовут вот этого, я который сохраняет генерал? Владимир... Кто-то? Вот вы сказали вначале генерал, который сохраняет память. Вот о этом Каримов. Каримов. Вы знаете, я, наверное, и в следующий раз повторю. Мне недавно, вот девчонки знают, посчастливилось с Каримовым провести 8 часов вместе, 1 на 1. Но так получилось, мы поехали в Вязьму, и мы сидели в автобусе вместе. Вот. Не я к нему села, он ко мне сел. Но тоже так получилось. Судьба Мы привела. стоим у автобуса, наша делегация московская стоит у автобуса, я всегда пропускаю всех, а последнее, что останется, да? Ну, осталось одно место, я села на него, ну, был двойной, на 2, я на одно села. Каримов сел рядом, но на одиночном сидит. Потом сидит, что-то мне неудобно, можно я к вам сяду? Ну, садитесь. Сел ко мне. И вот мы 4 часа ехали до Вязьму, у меня был к нему самый главный вопрос. А вы уже до этого его знали? Я знала, что был, но никогда не была знакома. Вы знаете, это человек просто с энциклопедическими знаниями о истории битвы за Москву. И я ему задала вопрос такой. Если бы не группа Белова, знаете, о чем я говорю? Генерал Белов. Генерал Конница, Белов. да? Конная. Если бы не группа Белова, подошедшая к Серпухову, я посчитала численность группы Белова, которая подошла 15 ноября к Серпухову. Ее численность была не меньше 30-40 тысяч.
она включала 415-ю дивизию, 2 кавалерийские дивизии. Я нашла документы, что они были численностью каждая по 7,5. И, ну, в общем, они здесь у нас были 5 дней. И я спросила, если бы не группа Белова, что бы было? Он сказал, немцы бы снесли просто Захаркина. Конечно. Емко, больше ничего не скажешь. А Захаркин всю войну прожил? Ну, Нет, он Нет. погиб в 44-м В Одессе. в Одессе в автомобильной катастрофе. Ничего И себе. еще При неизвестно невыясненных ни обстоятельствах. Да. То есть странная какая-то Да, смерть. да, да, не на войне, да. Не на войне. Ну, война шла, но вот погиб. Вы знаете, вот складывается из документов, складывается уже отношение к генералам, к командованию. Вот у меня, например, лично уже сложилось стойкое убеждение к одному, к другому. Вот могу сказать, Захаркин был, конечно, удивительный человек. Вы знаете, пройдут годы, и историки назовут его генералом обороны. Ведь фронт, который занимал Захаркин, был 85 километров, а все остальные армии Западного фронта под командованием Жукова занимали 30-40 километров, а у нас было 80 километров. Она делилась на 2 части. Серпуховское направление от Тарусы до Буринова, Калугина, Буринова, ну, понимаете, вот, да? А там дальше была уже 43-я армия. Вот. И, а на юге она тянулась аж, было Алексинское направление. Алексин, дальше Кашира и еще на юг. То есть вот такая огромная линия фронта. И он, потеряв практически всю армию в боях за Калугу, у него оставалось 20% от армии в боях за Калугу, с боями отошел к Серпуху, у него армии-то не было. И он сумел выстроить эту оборону в короткий срок. Но это уже другая история. Это следующее. А Калугу не взяли немцы. Калугу. Взяли, За это конечно. его хотели расстрелять. Скажите, а Белов дожил до конца войны? Да. Тарусу. Белов оставит воспоминания. Это сложно, с Беловым очень сложно, но я очень надеялась, что Каримов именно так ответит. Я очень надеялась, и он так и ответил. Потому что мне очень обидно, что историки наши говорят, нехорошие иногда выводы делают в отношении Белова. Мы не можем, наверное, уже судить. Мы можем только рассказывать. Все, что они сделали Да, в данной но ситуации. вот то, что благодаря этой группе кавалеристов, 15 тысяч кавалеристов здесь А было, в каких условиях, когда снег Да. по колено или сплошной Да. лес? что они предотвратили следующее наступление на Москву. Именно на нашем участке фашисты хотели прорваться с района Малеева на Москву. И там не зря написано, здесь решалась судьба Москвы на Малеевом поле. А кто не был на Малеевом поле? Не были. Вы чё? Надо с вас съездить. Вы чё? Делай экскурсию, Надежда Михайловна. Да. Когда мы туда привозим детей, Да. самых шумных, 6-е, 5-е, 7-е классы, мы туда их привозим и говорим, здесь лежат 16 тысяч, всего 2 футбольных поля. Эту фразу 16 тысяч я услышала от одного полковника из Министерства обороны. Он приехал туда, делал там во время акции доклад свой. Вы знаете, даже самые шумные замолкают, потому что это осознать невозможно. Маленькая деревушка, 50 домов всего было, снесена полностью. И все время в атаку. 2 месяца в атаку на это место. И все время атаки отбиваются. Малеева ведь так и не взяли. Его просто окружили. И они разбежались.
потому что там столько полегло. Когда шумит лес, всегда шумит лес. Какая-то- Звенит тишина. Да, Тишина сказал просто один необыкновенная. человек. какая-то аура такая просто невероятная. Там просто надо обязательно побывать. А почему так называется Малеево поле? Это рядом деревня? Деревня Это Малеево. деревня Малеево. Да, Да. Малеево деревня. Я вам хотела сказать все-таки о подвиге Московского народного ополчения, чтобы вы унесли с собой, в чем же их подвиг. Они сражались до последнего снаряда, а последним снарядом подрывали эту технику. Они почти все погибли, но сковали своим сопротивлением 37 дивизий вермахта, направленных на наступление на Москву. Всего 5 дней ожесточенных сражений. Этих дней хватило Сталину, чтобы Можайскую линию обороны, которая была ближе всего к Москве, заняли войска, прибывающие с востока. Если бы этих 5 дней не было, если бы они сразу сдались, Москва бы была взята. А это какие 5 дней по датам? Со 2 по 7, ну, считается, кто-то считает, что 5 дней, кто-то считает, что 10 дней. Вообще, Вяземская оборонительная операция – это со 2 по 12. Официально историки так пишут. Вот за эти дни ожесточенного сопротивления наших войск мы не можем говорить, что это только были ополченцы. Это ноябрь вы имеете в виду? Октябрь. Октябрь. Ну, 2 октября же вот началась эта, на Западный фронт обрушился группа армий «Центр». Вот всего это самая, считается, кровавая операция, потому что она за слишком короткий срок. Будут потом и Сталинградская битва, но они по полгода, эти операции. И битва за Берлин была очень долгая по протяженности. А вот эта операция, это самая блестящая операция за всю войну вермахта. Она как по часам была разработана и была осуществлена. Но наша самая провальная операция. То есть такой катастрофы, конечно, потом не было. Хотя было и Киевское окружение, и Минске, И Харьков. Да, и Харьков. Но все-таки это Вяземская оборонительная операция. Вы знаете, вот на той конференции в этом Вязьме, в которой мы были 4 года назад, вот, один выступающий сказал, что не надо называть Вяземский котел. Это вот аббревиатура, принятая была немцами. Жуков просил называть Вяземское окружение. Да, Вяземское окружение. Ну, в общем, это очень трагическая история нашей страны. Вот. Я обязательно в следующий раз покажу вот эти видео, которые вы сегодня не увидели. Это очень хорошие видео. Да. Надеюсь, на следующую Спасибо. лекцию придут Никто не наши знает. горожане. И мне хочется Ирине Яковлевне от нас передать вот эти гвоздики на памятник Шатову. Я знаю, что в воскресенье будете там точно. И газета вот мы выпустили в библиотеке тоже с темой Да, 80-летия на память. И я думаю, что следующая встреча у нас придет побольше людей. Приглашайте Знаете, своих. Да. я целую неделю сейчас занималась написанием исторической справки Шатова, потому что там бои подошли к самой деревне. Шатово не было занято немцами. Эту справку я отправила в отдел культуры, потому что сейчас идет обсуждение, какому населенному пункту присвоить звание воинской доблести. Мне на мою историческую справку ни спасибо, ни привета, ни ответа. Вообще тишина. Подождите, еще они... Нет, вот вы что-то отправляете. Да. Надо что сказать? Сегодня Лавров сказал, 2 интеллигентных человека встретились, Путин
по телефону по идее, да. и Трамп. То есть Спасибо, написали. да. Спасибо, одно слово. Ну, то есть, понимаете, вот как по нормам общения отдел культуры должен был хотя бы поблагодарить? Ведь написание исторической справки, Это такой труд, да. вы понимаете, все документы приведены со ссылками, с доказательством каждого пункта на 7 страницах. Все исторические... А это можно где-то опубликовать в центральной прессе или хотя бы вот в Конечно, портретской мы газете? потом будем все Мы- говорить. Сейчас у да. нас задача подать хотя бы. потом Они Нет, историческую Да. справку потом, пожалуйста, вот я ее Да, потом, я ее у меня переделала, написано. и уже могу ее новый вариант. я сказала, что будет, это может быть не еще один готово вариант. сейчас. Может быть, Да, они да, ждут. чтобы Они была просто какая-то написали, реакция. спасибо, ждем еще по Капиталист. Протвино. Ну, 4 пункта собираются как бы подать губернатору. Это Липецы, Большое Грызлово, Шатово и наш Протвино. Ну, вот сейчас они соберут, видимо, эти справки. А какое же они там решение примут? Ну, посмотрим.